Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе я покажу, как из полимерной глины сделать вот такие забавные брошечки – лисенка и енотика. Приступаю к работе. Беру полимерную глину Fima с эффектом кожи вот таких цветов. Из этой глины раскатываю 3 маленьких тонких пласта. У меня это 9-я толщина паста-машины. Отправляю глину запекаться. После запекания накладываю на пласты заранее подготовленный шаблон перышка, обвожу шаблон и ножничками вырезаю перышки. Пока откладываю их в сторону и раскатываю пласт полимерной глины Fima Soft оранжевого цвета. У меня это 1-я толщина паста-машины. Беру заранее подготовленный шаблон лисички, кладу его на пласт глины, прижимаю шаблон к пластике и иголочкой обвожу шаблон по контуру. Затем убираю шаблон и ножом по намеченным иголочкой линиям вырезаю верхнюю часть головы лисы. Теперь беру перышки, накладываю их на голову и нижние концы перьев вдавливаю в пластику. Концы перышек замазываю глиной. Разрезаю шаблон лисы на отдельные части. Раскатываю пласт полимерной глины Fima Soft оранжевого цвета на 7-й толщине паста-машины. Накладываю на глину шаблоны. Вертикальную полоску, идущую к носику лисички, лоб и ушки. Ножом вырезаю все детали. Вырезанные элементы накладываю на пласт-основу. Ориентируюсь по линиям, которые я сделала иголочкой. Раскатываю пласт полимерной глины Fima Soft белого цвета. Для раскатки опять использую 7-ю толщину паста-машины. На этот пласт также накладываю шаблоны и по ним вырезаю элементы головы лисички. Из белого пласта глины я вырезаю щечки и внутреннюю часть ушек. Все эти детали также приклеиваю к пласту основе. Раскатываю пласт полимерной глины Fima с эффектом кожи. У меня это все та же 7-я толщина паста-машины. По шаблону вырезаю из него полоску. Это будет индейская повязка. Приклеиваю ее к пласту основе. Используя все ту же 7-ю толщину паста-машины, раскатываю пласт полимерной глины Fima Soft черного цвета. Из этого пласта по шаблону вырезаю носик. Приклеиваю носик к пласту основе. Влажной салфеткой заглаживаю все неровности и стыки между деталями. Теперь беру нож и вырезаю голову лисички. Из пласта полимерной глины Fima Soft черного цвета, раскатанного на 9-й толщине паста-машины, люверсом вырезаю 2 кружочка. Это будут глазки. Приклеиваю их к голове лисички. Раскатываю тонкий пласт полимерной глины Fima с эффектом кожи. У меня это 9-я толщина паста-машины. Мне захотелось, чтобы повязка на голове у лисички была выпуклой. Накладываю шаблон повязки на пласт глины и вырезаю деталь ножом.
Приклеиваю повязку к голове. Теперь беру отвертку с маленьким тонким наконечником и с ее помощью на повязке делаю декоративные треугольники. Стеком в треугольниках делаю маленькие углубления. Отправляю лисичку запекаться. А я тем временем приступаю к изготовлению енотика. Раскатываю пласт полимерной глины Fimo Soft черного цвета. У меня это первая толщина паста-машины. На глину накладываю шаблон. Иголочкой обвожу его по контуру. Ножом вырезаю верхнюю часть головы. Иголочкой продавливаю все детали рисунка и убираю шаблон. Из запеченных пластов глины Fimo с эффектом кожи вырезаю перышки. Располагаю их на пласте основе и вдавливаю в пластику. С помощью инструмента лопаточки замазываю перышки глиной. Разрезаю бумажный шаблон на отдельные части. На 7 толщине паста-машины раскатываю пласт полимерной глины Fimo Soft серого цвета. По шаблону вырезаю из него ушки. Приклеиваю их на пласт-основу. На той же 7 толщине паста-машины раскатываю пласт полимерной глины Fimo Soft черного цвета. Из этого пласта вырезаю внутреннюю часть ушек. И также приклеиваю эти детали на пласт-основу. Из пласта глины серого цвета вырезаю верхнюю часть головы. Приклеиваю ее к основе. Затем на той же толщине паста-машины раскатываю пласт полимерной глины Fimo Soft белого цвета. Из этого пласта по шаблону вырезаю следующую деталь и приклеиваю ее на пласт-основу. Из пласта глины черного цвета по шаблонам вырезаю две вот такие детали. И также приклеиваю их на основу. Из пласта глины серого цвета вырезаю нижнюю часть мордочки. Эту деталь тоже приклеиваю к основе. После этого вырезаю енотика. Теперь беру пласт полимерной глины белого цвета, раскатанный на 9 толщине паста-машины, и стеком с маленьким шариком делаю на нем 2 углубления. Из глины черного цвета катаю 2 малюсеньких шарика и вклеиваю их в эти углубления. Прижимаю шарики инструментом лопаточкой. Беру маленький люверс и с помощью него вырезаю кружочки таким образом, чтобы шарики черного цвета оказались в центре них. Это будут глазки. Приклеиваю их к голове енотика. Из пласта глины черного цвета вырезаю носик и также приклеиваю его к голове. Иголочкой прорисовываю ротик. Раскатываю тонкий пласт полимерной глины Fimo с эффектом кожи. У меня это 9 толщина паста-машины. Из этого пласта по шаблону вырезаю повязку и приклеиваю ее к голове. С помощью инструментов на повязке делаю декоративную отделку. После этого отправляю енота на запекание. Когда глина запеклась и остыла, беру маркер для ткани и тонирую рисунок на повязках индейцев. Маркером черного цвета тонирую ротик енота. Влажной салфеткой убираю всю лишнюю краску. Оставляю ее только в углублениях рисунка. К обратным сторонам брошек на суперклей приклеиваю застежки. Раскатываю тонкие пласты полимерной глины черного и оранжевого цвета. На обратную сторону брошки наношу Fimo гель. На пласте глины вырезаю вот такие отверстия под застежку.
и накладываю пласт глины с вырезами на брошку. С помощью зубной щетки придаю обратной стороне брошки фактуру. Всю лишнюю пластику отрезаю. Вот что у меня получилось. Все то же самое делаю со второй брошкой. Отправляю брошки на заключительное запекание. Чтобы не испортить фактуру обратной стороны брошек, кладу их на губку и вместе с губкой отправляю запекаться. Под перья стоит что-нибудь подложить, например, небольшой кусочек бумаги, сложенный в несколько раз. В противном случае перышки загнутся под воздействием температуры. Посмотрите, какие забавные зверюшки-индейцы у меня в результате получились. Очень надеюсь, что этот мастер-класс оказался для вас полезным и интересным. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на мой канал, а также на профиль в Instagram и группу ВКонтакте. Ссылки я оставлю в описании под видео. Творческих вам успехов и до новых встреч!